В нашей повседневной жизни часто бывает так, что мы куда-то торопимся, летим по своим делам и даже не задумываемся о том, с какой реальной скоростью проходит эта самая жизнь. А ведь если посмотреть на мир немного шире, выйти, так сказать, за пределы Земли, то окажется, что мы несемся в космическом пространстве. Туда, где еще не был ни один фотон, ни одна элементарная частица. В бескрайнее ничто. Ведь наша Солнечная система, наша галактика, да и вся Вселенная не просто движется в пространстве, а расширяется, создавая само это пространство. Голова еще не кружится? Тогда устраивайтесь поудобнее и полетели. Вперед, на край Вселенной и даже немного дальше. Приятного просмотра. Те зрители, которые давно на нашем канале, помнят, что мы с вами уже не в первый раз не только пытаемся заглянуть за пределы Солнечной системы и галактики, но и понять, как устроен мир вокруг нас и что же находится на самом краю Вселенной. Есть ли у Вселенной центр? Есть ли у нее границы? Человечество живет в моделируемой или реальной Вселенной. Возможно, наш мир представляет собой часть мультимира. Чем большими сведениями располагают ученые о Вселенной, тем больше перед ними возникает неразрешимых вопросов. Действительно ли Вселенная бесконечна или просто очень велика? Поскольку размеры Вселенной, время ее существования и масса вещества не могут быть выражены числовыми значениями, ученые ввели понятие бесконечности космоса. В соответствии с теорией Фридмана, конечная Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься. Парадокс заключается в том, что понятие расширения или сжатия Вселенной в случае ее бесконечности не имеют смысла. Возникновение Вселенной в момент Большого взрыва из объема в один нейтрон опровергается ее бесконечностью. Если исходить из того, что время – понятие векторное и не имеет обратной направленности, следовательно, до Большого взрыва времени не существовало. Согласно теории Эйнштейна, пространство и время не могут существовать друг без друга. Значит, был какой-то момент, когда не было пространства. А может быть, было. А может быть, мы просто не знаем. Идея расширяющейся Вселенной возникла в начале 20 века, когда астрономы начали изучать распределение и движение галактик. В 1912 году американский астроном Веста Мелвин Слайфер сделал важное наблюдение, которое заложило основу для будущих открытий. Слайфер измерил красные смещения нескольких галактик и обнаружил, что большинство из них демонстрирует доплеровское смещение в сторону более длинных волн, что свидетельствует об их удалении от Земли. Опираясь на результаты работы Слайфера, бельгийский астроном Жорж Леметр в 1927 году предположил, что Вселенная расширяется. Но до этого в 1915 году в мире математики произошло кое-что удивительное. Речь идет не о публикации общей теории относительности Эйнштейна, которая изменила наше представление о гравитации, пространстве и поведении самой Вселенной. Что логично, ведь сказано же в математике. Скорее речь идет о доказательстве математиком Эмми Нотер недооцененной, но очень важной теоремы – теоремы Нотер. Доказательство впервые показало, что если у вас есть физическая система, в которой действуют консервативные силы, которые не совершают работу над телом, если траектория тела замкнута, действие которых имеет дифференцируемую симметрию, то каждая независимая дифференцируемая симметрия, которой она обладает, связана с соответствующим законом сохранения. Проще говоря, это означает, что каждый раз, когда у вашей физической системы есть физическая симметрия, тогда есть что-то физическое, связанное с вашей системой, что будет сохраняться. Например, если ваша движущаяся система симметрична относительно вращений, независимо от того, как она ориентирована, это означает, что угловой момент сохраняется. Это справедливо не только для сферических объектов. Луна, вращающаяся вокруг Земли, и система Земля-Луна, вращающаяся вокруг Солнца, также сохраняют угловой момент, поскольку, как бы вы ни ориентировали эту орбитальную систему, физические правила, по которым она движется, не меняются. И это, как вы понимаете, важно.
Потом о расширении Вселенной заговорили в 1929 году после статьи Эдвина Хаббла. Ученый определял расстояние до галактик и то, с какой скоростью они двигаются от нас или к нам. В процессе своих исследований Хаббл обнаружил, что практически все галактики от нас удаляются, причем тем быстрее, чем дальше они находятся от Земли. Открытию Хаббла предшествовали выводы, которые ученые получили из общей теории относительности. Александр Фридман и Жорж Леметр приложили ее уравнение к Вселенной в целом и поняли, что из-за действия гравитации она не может находиться в стационарном состоянии, а должна расширяться или сжиматься. После открытия расширения Вселенной космологи поняли, что все галактики должны были вылететь из одной области. Так появилась теория Большого взрыва. Все наблюдаемое нами вещество когда-то было собрано в меньшем объеме в сверхплотном горячем состоянии, а расширение было очень быстрым. Однако какой-то конкретной точки, из которой разлетаются галактики, нет. Так что с этим вопросом еще предстоит разобраться. Немного ранее мы сказали про открытие в математике и симметрию. Еще один пример. Если система симметрична относительно пространственных трансляций, то есть изменения положения координат, то линейный импульс будет сохраняться. Какая же симметрия приводит к сохранению энергии? Эта симметрия известна как инвариантность при переносе во времени. Она гласит, что законы физики или правила, по которым действуют частицы и поля, остаются неизменными при перемещении любой физической системы вперед или назад во времени. Очень похоже, что это свойство присуще всем нашим квантовым законам физики, управляющим как отдельными частицами, так и всеми квантовыми полями и взаимодействующими частицами. Оно управляет созданием и аннигиляцией пар частица-античастица, и оно управляет всеми гравитационными экспериментами, которые мы когда-либо проводили на Земле, в Солнечной системе и даже в галактике Млечный Путь. До тех пор, пока законы физики остаются неизменными во времени для любой физической системы, энергия в ней будет сохраняться. Это справедливо и для сильных ядерных сил, и для слабых ядерных сил, и для электромагнетизма. Но в случае с гравитацией это справедливо лишь отчасти. Причина проста. Для всех остальных физических сил во Вселенной действуют одни и те же законы и правила в любое время, при любых условиях, в любом месте, независимо от чего-либо. Например, когда частицы с электрическими зарядами раздвигаются, это происходит потому, что или какая-то консервативная сила, например, электрическая, отталкивает их друг от друга, или какая-то внешняя сила прикладывается на расстоянии, совершая работу над этими частицами, чтобы сдвинуть их с места. Поскольку работа — это просто другая форма энергии, а равнодействующая сил, действующих на эти заряды, сохраняет полную кинетическую плюс электрическую потенциальную энергию, то легко видеть, что закон сохранения энергии работает. Но для гравитационного взаимодействия это справедливо в рамках общей теории относительности Эйнштейна только в пространстве времени, имеющем статическую, неизменную со временем структуру. Если бы у вас была только одна точечная масса, то структура нашей Вселенной не менялась бы со временем. Она бы просто описывалась точным решением – пространством Шварцшильда. Если записать уравнение, определяющее этот сценарий, то координаты, законы и правила вашего пространства не изменятся, поскольку они инвариантны при переносе времени. Это означает, что энергия должна сохраняться и в этом пространстве. Однако, к сожалению, для поклонников сохранения энергии это уже не так, если ваша Вселенная расширяется. В нашей реалистичной Вселенной кривизна пространства-времени определяется наличием и распределением материи и энергии. И это искривленное пространство-время указывает материи и энергии, как двигаться. Это работает и в обратную сторону.
Наличие и распределение материи и энергии определяют, как эволюционирует пространство-время в ответ на воздействие материи и энергии, а затем это эволюционирующее пространство-время может влиять на распределение материи и энергии внутри него. Если ваша Вселенная равномерно заполнена материей и энергией, каковой является наша Вселенная в самом большом из космических масштабов, то описывающее ее пространство-время уже не будет шварцшильдовским, статичным и неизменным. Вместо этого такое пространство называется пространством Фридмана Леметра Робертсона Уокера. А вот столько умных дядек занимались этим вопросом. И его важнейшая особенность состоит в том, что оно должно либо расширяться, либо сжиматься со временем. Все статистические решения по своей природе неустойчивы, как настроение подростка. Согласно общепринятой теории, Вселенная родилась вместе с Большим взрывом и выглядела как очень горячая и плотная точка. Спустя невообразимо малые доли секунды началось расширение Вселенной или инфляция. Само пространство расширялось быстрее скорости света. За этот период Вселенная выросла в размерах по крайней мере в 90 раз. По данным НАСА, после инфляции рост Вселенной продолжился, но более медленными темпами. По мере расширения пространства она охлаждалась и формировалась материя. Через секунду после Большого взрыва она была заполнена нейтронами, протонами, электронами, антиэлектронами, фотонами и нейтрино. Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва материя достаточно остыла для образования атомов в эпоху рекомбинации, что привело к образованию прозрачного электрически нейтрального газа. Однако после этого момента Вселенная погрузилась во тьму, так как еще не образовались ни звезды, ни какие-либо другие яркие объекты. Примерно через 400 миллионов лет Вселенная начала выходить из космических темных веков в эпоху реионизации. За это время, длившееся более полумиллиарда лет, сгустков газа разрушилось достаточно, чтобы образовались первые звезды и галактики, чей энергичный ультрафиолетовый свет ионизировал и уничтожил большую часть нейтрального водорода. Как мы знаем, сегодня существует тесная связь между расстоянием до галактики и тем, как быстро она удаляется. Так скажем, галактика на расстоянии 1 мегапарсека от нашей планеты, 1 мегапарсек приблизительно равен 3,3 миллиона световых лет, удаляется со скоростью 70 км в секунду. А та галактика, что находится несколько дальше, на расстоянии 2 мегапарсек, движется в 2 раза быстрее, 140 км в секунду. Интересно и то, что сегодня существует 2 основных подхода для определения возраста Вселенной, или по-научному постоянной Хаббла. Разница между этими двумя группами заключается в том, что один набор методов рассматривает относительно близкие объекты во Вселенной, а другой – очень отдаленные. Однако каким бы способом ни воспользовались ученые, результаты каждый раз получаются разные. Выходит, либо мы делаем что-то не так, либо где-то далеко во Вселенной происходит нечто абсолютно неведомое. Хотя расширение Вселенной постепенно замедлялось, по мере того, как материя притягивалась друг к другу под действием гравитации примерно через 5 или 6 миллиардов лет после Большого взрыва, по данным НАСА, таинственная сила, темная энергия, начала ускорять расширение Вселенной. Считается, что этот процесс продолжается и сегодня. Ну вот, теперь еще и какая-то темная энергия появилась, скажете вы. Как будто нельзя было создать Вселенную попроще. Но в том-то и дело, что расчеты показывают, что нельзя. В современной физике и космологии 2 основные проблемы. 85% массы составляет неизвестно что, темная материя. И основную часть энергии тоже неизвестно что, темная энергия. Однако из наблюдений следует, что именно первое неизвестно что служит клеем, удерживающим вместе материю галактик, а второе, темная энергия, расталкивает Вселенную во все стороны. С первым фактом легко смириться.
Без него нам негде было бы жить. Без галактик плотность газа была бы низкой. Звезды и планеты просто не возникли бы. Но второй выглядит куда неприятнее. Если темная энергия есть, Вселенная будет расширяться вечно, а значит, испытает тепловую смерть. Звезды потухнут, а новые не образуются, потому что старые заберут газ. Все остынет до температур, несовместимых со сложной жизнью, а плотность материи по мере расширения пространства-времени станет поистине ничтожной. Устрашающая картина, исходя из сегодняшних данных, будет длиться вечно. В расширившейся Вселенной из-за низкой концентрации материи никакое обратное сжатие невозможно. Темная энергия продолжит расширять ее вечно, но наблюдать будет уже некому. Какой бы неприятной ни казалась картина, с точки зрения физиков, она долго выглядела самой простой и наиболее логичной. Но мы не зря назвали темную материю и энергию проблемами и для физиков. Последние годы начало казаться, что они просто нерешаемые. Начнем с темной материи. Попытки списать ее на некие неизвестные частицы, ВИМП, последние годы явно провалились. При этом общепризнанной альтернативы им пока тоже нет. Эта ситуация настолько плачевна, что иные физики от отчаяния предлагают уже подгонять законы тяготения под наблюдение так, чтобы эту темную материю исключить. Темная энергия оказалась не лучше. Ее считали некой космологической константой, расталкивающей пространство во все стороны с одинаковой силой в любой точке. Но наблюдения космического телескопа Планк показывают обратное. Оказывается, что скорость расширения Вселенной по измеряемым и неоднородностям реликтового излучения лишь 67,6 км в секунду на мегапарсек пространства. А вот по данным космического телескопа Хаббл, наблюдавшего за удалением близких от Земли объектов, Вселенная расширяется совсем с другой скоростью – 74 км в секунду на мегапарсек. Naked Science уже писал, что ситуация с темной материей далеко не безвыходная. Последние годы гравитационная обсерватория LIGO выявила неожиданно много слияний черных дыр звездных масс. Так называют черные дыры массой до 100 солнечных. Эти слияния могут происходить с наблюдаемой LIGO частотой, только если таких черных дыр просто огромное количество. На протяжении многих лет ученые пытались найти загадочные частицы темной материи ВИМПы. Последние исследования показывают, что они вряд ли существуют. Однако неожиданные открытия 2016-2020 годов указывают, темная материя вполне может обойтись и без единой новой частицы. Только вот природа ее совсем не такая, как ожидалось. Более того, если все так, то наша Вселенная циклическая. Такая Вселенная Феникс могла уже не раз пройти через сменяющие друг друга циклы расширения и сжатия. Черные дыры звездных масс происходят из звезд. Значит, как и звезды должны быть не равномерно распределены по Вселенной, а сконцентрированы в скоплениях. Темная материя, как ясно из разгона ее краев галактических дисков, находится в темном гало вокруг галактик. Из этого ученые уже делали ранее вывод, что черные дыры, составляющие темную материю, могут быть собраны в темные шаровые скопления. Но остаются два важнейших вопроса. Откуда эти черные дыры в таких количествах взялись? И что все-таки творится с темной энергией, поскольку ее влияние вблизи нашей галактики сильнее, чем в миллиардах световых лет от нее? Недавняя статья Горькавого и Тюльбашева в астрофизическом бюллетене – серьезный новый шаг в ответе на эти вопросы. Ее авторы справедливо отмечают, что в черные дыры могут превратиться не все звезды, но лишь одна из тысяч, в основном массивные. Между тем, оценочное число звезд в видимой Вселенной – лишь 100 секстиллионов, 100 миллиардов триллионов. 1/1000 от их числа всего 100 квинтиллионов, 100 миллиардов миллиардов. И это в 1000 раз меньше, чем необходимо, чтобы черные дыры тех масс, что обнаруживает LIGO, могли отвечать за темную материю. Очевидно, нужен какой-то неожиданный источник подобных черных дыр. Исследователи предлагают на роль такого источника
идею Вселенной Феникса. Согласно ее существованию, Вселенная прошла множество циклов сжатия и расширения. Причем наш цикл не первый и даже не 100-й. Он лишь один из множества таких, что были до него и будут после. В первой фазе каждого цикла наша Вселенная расширяется, как это происходит сейчас. Во второй фазе она постепенно начинает сжиматься. По мере сжатия расстояния между черными дырами постоянно уменьшаются. В финальной фазе цикла сжатия диаметр Вселенной становится не 100 миллиардов световых лет, как сейчас, а всего 10 световых лет. При таком сжатии концентрация и энергия фотонов реликтового излучения поднимает температуру Вселенной с 3 кельвинов до 10 миллиардов. При подобной температуре все атомы тяжелых элементов, наработанных во всех звездах Вселенной, распадаются. Их просто разрушают гамма-фотоны реликтового излучения. Однако черные дыры, в отличие от атомов тяжелых элементов, практически неразрушимы. В черную дыру частицы могут падать, но не вырываться наружу. Поэтому во Вселенной в момент ее крайнего сжатия до десятка световых лет из крупных объектов остаются только они и часть нейтронных звезд. Здесь начинается самое интересное. На относительно небольшом пространстве в десяток световых лет близкими соседями оказываются миллиарды триллионов черных дыр. Из-за малой дистанции частота их слияний резко растет. Но каждое такое слияние, как мы знаем из данных LIGO, сопровождается превращением примерно 5% массы сливающихся дыр в гравитационные волны. Как отмечал еще Эйнштейн, гравитационные волны сами по себе массы не имеют. В итоге значительная часть массы в такой сжимающейся Вселенной начинает превращаться в гравиволны. Если все черные дыры сольются друг с другом, их число уменьшится вдвое, а общая масса Вселенной как минимум на 5%. Оставшиеся черные дыры могут сливаться друг с другом и далее, и тогда масса Вселенной уменьшится на 5% в каждом цикле. В итоге она может уменьшиться на порядки. Однако следует помнить, сжатие Вселенной идет именно за счет тяготения существующих в ней объектов. Если их масса в момент массовых слияний черных дыр значительно уменьшится, гравитирующая масса Вселенной рано или поздно станет слишком мала, чтобы сжатие продолжалось. Если мы возьмем Солнечную систему и начнем резко уменьшать массу Солнца, то рано или поздно она станет такой малой, что планеты нашей системы просто разлетятся в разные стороны. Аналогия эта отдаленная потому, что во Вселенной центробежной силы нет. Вместо нее работает другой член силы. Именно это и происходит в описываемой Горьковым и Тюльбашевым модели Вселенной Феникса. Достигнув сжатия до примерно десятка световых лет, она сжигает в гамма-фотонах ядра тяжелых атомов. Попутно слияние черных дыр превращают большую часть массы темной материи в гравиволны. И когда это превращение достигает критического порога, сжатие Вселенной прекращается, и она начинает резко расширяться. Этот момент в модели и трактуется как большой взрыв, начало следующего цикла развития той же самой Вселенной Феникса. В нем сперва нет никаких тяжелых элементов. Через какое-то время от большого взрыва температура за счет расширения пространства-времени падет настолько, что возникают легкие атомы барионной материи, вроде водорода или гелия. Оставшиеся от прошлого цикла сверхмассивные черные дыры становятся центрами притяжения для легких газов. Так постепенно и возникнут галактики. Авторы новой работы называют такие дыры затравочными, потому что именно они служат затравкой для образования галактик. Надо отметить, что идея о формировании галактик вокруг центральной массивной черной дыры была высказана заметно ранее. На это указывали наблюдения за такими объектами в ранней Вселенной. Однако до новой работы Горького и Тюльбашева механизм образования таких необычно ранних сверхмассивных черных дыр оставался неясным.
Как мы отметили выше, большой взрыв происходит из-за превращения части темной материи в виде черных дыр в гравитационные волны, не имеющие массы. На этом, однако, роль гравиволн во Вселенной не заканчивается. При столкновении с черными дырами они поглощаются ими. Из-за этого масса черных дыр темной материи нашей Вселенной постепенно растет. Когда она становится достаточно большой, расширение пространства-времени тормозится, а затем и превращается в свою противоположность – сжатие. Иными словами, эволюция Вселенной Феникса чем-то похожа на работу колоссального маятника. Когда маятник движется вверх, его кинетическая энергия превращается в потенциальную, и скорость движения вверх постепенно падает, а затем сменяется движением вниз. Вселенная по мере своего расширения превращает энергию гравиволн в массу, до тех пор, пока массы не становится так много, что расширение сменяется сжатием. В конце цикла сжатия масса сливающихся черных дыр частично превращается в гравитационные волны, отчего цикл сжатия сменяется резким, взрывообразным расширением, большим взрывом. Все это очень интересно, но как это проверить? Научная теория должна быть проверяемой. Идея суперструн в свое время имела очень много поклонников среди физиков, но их число резко сократилось, когда выяснилось, что из нее нельзя сделать никаких предсказаний, чтобы потом проверить, верны они или нет, и подтвердить или опровергнуть теорию. Авторы новой статьи полагают, что значительная часть наблюдений, способных подтвердить их теорию, уже проведена. С помощью вычислений они показывают, что в их модели образуется примерно то количество черных дыр звездных масс, то есть легче 100 Солнц, которое могло бы объяснить их частые слияния, регистрируемые LIGO. Да, такие дыры часто сливаются, но все равно их число от цикла к циклу растет, и поэтому может быть куда больше, чем если бы Вселенная была одноразовой. Да, получить 100 секстиллионов черных дыр из 100 секстиллионов звезд нельзя, но если основная часть черных дыр из прошлых циклов Вселенной Феникса, то их многочисленность вполне понятна. Количество сверхмассивных черных дыр массивнее миллиона Солнц, оставшихся от прошлых циклов, в их модели тоже близко к наблюдаемому. Сегодня считается, что сверхмассивных черных дыр примерно столько же, сколько и крупных галактик во Вселенной. Около 100 миллиардов. Опять-таки, в рамках существовавшей ранее космологии нельзя объяснить, откуда взялись миллиарды очень крупных черных дыр уже в ранней Вселенной, а в модели Горького-Тюльбашова можно. Но этого, конечно, недостаточно. Подогнать модель под уже наблюдаемые результаты можно, даже не заметив подгонки бессознательно. Нужны именно предсказания, кое-что такое, что науке еще неизвестно, но что следует из модели и может быть проверено астрономами в новых наблюдениях. Авторы новой работы считают таким предсказанием тезис о наличии в гало-галактик темных шаровых скоплений черных дыр звездной массы. Они заключают: изучение по астрономическим каталогам и данным Гайя движения звезд за пределами нашей галактики поможет найти темные шаровые скопления в диске галактики. Логика тут понятна. Проходя между Землей и звездой другой галактики, темные шаровые скопления, хотя и редко, но будут создавать гравитационную линзу, которую будет просто отличить от других участков неба. Ключевая особенность модели – она показывает наличие где-то во Вселенной огромной черной дыры, намного более массивной, чем любая из уже открытых сверхмассивных черных дыр. Она должна быть настолько огромной, что в конечном счете поглотит всю Вселенную, включая, само собой, Землю и каждого из нас. Надо понимать, что речь не идет о какой-то катастрофе, конце света в эсхатологическом смысле этого слова. Падение в черную дыру грозит спагеттификацией и смертью, только если дыра маленькая, звездных масс. Уже попадание в сверхмассивную черную дыру не грозит вам спагеттификацией, ведь она такая большая, что разность действия приливных сил на вашу голову и ноги будет незначительной.
и превращать в спагетти падающего в нее человека она не будет. Скорее всего, попадание в такой объект для большинства из нас пройдет не только безболезненно, но и незаметно. Только астрономы заметят, что сперва миллиарды лет подряд красное смещение в далеких галактиках будет постоянно исчезать. Это будет означать приближение границы главной черной дыры. Затем оно вдруг сменится голубым. Вселенная из расширяющейся станет сжимающейся. Собственно, это будет главным признаком того, что нас поглотила черная дыра. К сожалению, из этого не следует, что земная цивилизация в итоге этого процесса выживет. Да, сжатие Вселенной займет, скорее всего, миллиарды лет, но остановки расширения, по оценкам Горькаува, 10-20 миллиардов лет. Обратное сжатие может занять еще 20-39 миллиардов. Но конец в любом случае наступит. Сперва ночное небо станет таким горячим, что на поверхностях всех планет погибнет жизнь. Потом горячей, 100 миллиардов градусов. Станет вообще вся стремительно съеживающаяся Вселенная. Гамма-кванты реликтового излучения в конце уничтожат все обычные атомы, и пережить цикл сжатия Вселенной Феникса у нас не выйдет. Возможно, какой-то выход из этой ситуации есть, но пока о нем ничего не известно. Содержание новой статьи серьезно напоминает попытку революции в космологии. Пожалуй, это первая теория нашей эпохи, предлагающая логичное и связное объяснение того, что такое темная материя и темная энергия. Первой оказываются реликтовые черные дыры. Второй, по сути, не существует. Аналогичный ей расталкивающий эффект дало воздействие главной черной дыры. Новая концепция позволяет понять и то, почему скорость расширения Вселенной вдали от нас, наблюдение Планка за реликтовым излучением огромной дальности, меньше, чем вблизи, наблюдение Хаббла за звездами в окрестностях галактики. В самом деле, если расширение Вселенной дала потеря ею в прошлом массы, то в далеком прошлом скорость расширения явно должна была отличаться от той, что наблюдается сегодня. Равенство этих скоростей требует только концепция темной энергии, но в новой космологической модели темной энергии нет, отчего и такое требование снимается. Дополнительные сильные стороны концепции. Она объясняет главную загадку формирования галактик. Ученые уже не первый год отмечают, что галактики не смогли бы возникнуть без сверхмассивных черных дыр в центрах. И эти дыры там наблюдаются астрономами уже в первые сотни миллионов лет существования Вселенной. Причем масса их достигает миллиардов солнечных. Новая модель предлагает вполне естественное решение. Вопрос, откуда взялись эти черные дыры? Оно такое же, как и у темной материи из черных дыр звездных масс. Именно снабдили ранние Вселенные, существовавшие на месте нашей до Большого взрыва. Кстати, из этого вытекает, что в самой первой Вселенной заметного количества галактик не было. Не было затравки в виде огромных черных дыр, своим тяготением собирающим газ в галактике. От плюсов новой работы стоит перейти к ее минусам. Работа Горькаува и Тюльбашева вряд ли вызовет, и это мы выразились еще очень мягко, быстрое и широкое принятие ее тезисов основной массой ученых. Для этого она слишком отличается от стандартной космологической модели одноразовой Вселенной. Идея о сотнях циклов расширения и сжатия Вселенной сама по себе не слишком нова. Еще Георгий Гамов, предсказывающий реликтовое излучение, считал мироздание именно таким. Но вот механизмы, предложенные Горькавым и Тюльбашевым, крайне необычны и непривычны для слуха. Сжатие Вселенной за счет набора массы черными дырами, ее расширение за счет сброса массы теми же черными дырами, излучающими гравиволны. Это бесспорно новый шаг в космологии. Настолько новый, что основная часть физиков не задумывалась о подобных вещах в принципе. Дело доходит до того, что противники этой идеи даже не в курсе хрестоматийного мнения Эйнштейна, что гравитационные волны не имеют массы. Такие ученые всерьез утверждают, что потеря общей массы Вселенной
Поэтому невозможно, мол, масса черных дыр просто превратится в массы гравиволн и ничего не поменяется. Есть и еще одна проблема. Теория Горькаува-Тюльбашева, по сути, может закрыть такие направления науки, как поиски вимпов, темной энергии и теории квантовой гравитации. История науки не знала примеров, когда сторонники вытесняемых из мейнстрима научных идей добровольно признавали бы их устарелость и меняли свои взгляды сами. Сомнительно, что в этот раз мы увидим какую-то другую реакцию. В современной астрофизике сейчас все же больше интерес представляет темная материя и темная энергия. Проблема темной материи появилась в науке очень давно. Еще в 1884 году лорд Кельвин отметил: звезды во внешних областях диска нашей галактики вращаются вокруг ее центра куда быстрее, чем положено по расчетам. Чтобы расчеты совпали с реальностью за пределами диска, то есть на темной галактической окраине, где уже нет звезд, должны лежать какие-то огромные массы. Кельвин не дал им имя, зато это сделал французский математик Анри Пуанкаре. Именно он в 1906 году, описывая идею Кельвина, впервые употребил словосочетание «темная материя». С тех пор прошло 114 лет, но прогресс в области понимания этой самой темной материи не слишком заметен. Мы накопили массу данных по другим галактикам, и там везде та же картина, что и у нас. Какие-то огромные массы на окраинах раскручивают звезды с периферии галактик. Огромные — это не преувеличение, а констатация факта. Наблюдательные данные позволили установить, что темной материи в общей массе Вселенной 26,5%, а обычной, из которой состоят звезды, планеты и мы, примерно 5%. Но из чего складываются огромные массы, все еще неизвестно. Все дело в том, что до середины 2010-х годов самым популярным кандидатом на роль темной материи были WIMP, сокращение от Weakly Interacting Massive Particles, слабо взаимодействующие массивные частицы. WIMP по-английски «слабак». А в рамках такой гипотезы частицы темной материи крайне слабо взаимодействуют с материей обычной, в основном гравитационно. Но, как показал ряд расчетов, при всей слабости негравитационного взаимодействия вимпов должно быть настолько много, что они неизбежно и систематически будут проходить через тело человека хотя бы раз в сутки. И в теории могут делать это намного чаще. По расчетам, при определенных параметрах вимпов это может повреждать ДНК в клетках человеческого тела, вплоть до появления рака. К счастью, пока физикам не удалось найти ни малейших следов вимпов ни в одном из экспериментов, проведенных на Земле. Более того, по итогам этих экспериментов сочетание этих гипотетических частиц должно быть настолько мало, что вообще не ясно, может ли частица таких размеров существовать. Точно ясно, что ни одна известная частица по сечению даже не приближается к чему-то настолько крохотному. Как отмечает астрофизик Итан Зигель, проблема еще глубже. Даже если предположить, что частица с таким сечением могла бы существовать, по расчетам ее должно быть решительно недостаточно, чтобы объяснить всю темную материю. Конечно, сторонники гипотезы вимпов на этом не остановились. Как иронизирует Зигель, теоретики всегда могут подкрутить свои модели, и делали так множество раз, двигая ожидаемое сечение вимпов все ниже и ниже, после того, как эксперименты приносили один нулевой результат за другим. Это худший вид науки, которым можно заниматься. У такого занятия нет никакой мотивации, кроме попыток подкрепить идею, которую реальные данные исключают. Поиски вимпов на дорогостоящих детекторах по всему миру еще идут, но этот поиск теперь напоминает пьяного, ищущего потерянные ключи под фонарным столбом. Он точно знает, что их там нет, но это единственное место, где свет вообще позволяет ему искать. Самый вероятный результат поисков вимпов на сегодня – еще многие годы экспериментов, в результате которых никаких вимпов никто не найдет. Остается надеяться, что попутно при этом поймают и что-то реально существующее. Но все это не снимает практических вопросов. Если вимпов нет,
Может ли быть так, что темная материя состоит из каких-то иных, не менее, а то и более опасных частиц? Или вообще не частиц? Обратимся сразу к главному – МАЧО. Это сокращение означает Massive Compact Halo Object – массивный компактный объект галогалактик. Это сферическое облако материи, простирающееся далеко за пределы видимого галактического диска, причем не только в стороны от самого диска, но и вверх и вниз от него. МАЧО — это не некие гипотетические частицы, а просто очень плотные и темные объекты. Главными кандидатами в них считают черные дыры и нейтронные звезды. Предполагалось, что такие объекты не могут отвечать за основную часть темной материи по 3 причинам. Во-первых, астрономические наблюдения не показывали достаточной частоты гравитационного линзирования. Черная дыра – очень массивный компактный объект, и если он окажется между земным телескопом и далекой звездой, то получится гравилинза. Свет удаленной звезды заметно усилится, причем со временем линзирование ослабнет. Черная дыра уйдет в стороны от линии между Землей и далекой звездой. Число наблюдаемых гравилинз на практике таково, что накладывает серьезные ограничения на число объектов типа МАЧО. Их не может быть слишком много, а значит, объяснить ими всю темную материю нельзя. Во-вторых, большой взрыв мог произвести только определенное количество обычной барионной материи. А ведь и черные дыры, и нейтронные звезды происходят именно от такой материи. По расчетам, если бы большой взрыв породил треть от наблюдаемой массы Вселенной, то соотношение изотопов в наблюдаемых звездах было бы совсем не таким, как сегодня. Есть еще и в-третьих. Черные дыры и нейтронные звезды получаются только из массивных обычных звезд в конце их жизненного пути. Проблема в том, что светило достаточно массивное, чтобы в конце жизни схлопнуться в нейтронную звезду или черную дыру. Встречаются не редко, а сверхредко. Их менее 1% от общего числа звезд. По оценкам ученых, лишь одна звезда из 1000 в ходе своей эволюции превращается в черную дыру. Напомним, темной материи в 5,3 раза больше, чем обычной, светлой, то есть звезд межзвездного газа и планет. Как это возможно, если все МАЧО порождены лишь 1/1000 частью всех светлых звезд? Кандидатов на превращение в МАЧО во Вселенной банально слишком мало. Они не могли бы обеспечить существование огромных масс темной материи. В итоге до 2016 года астрономы считали, что хотя МАЧО и существуют, но роль их очень скромна. Помогало такому видению и ожидание скорого открытия ВИМПов, ожидание которому так и не суждено было подтвердиться. В 2016 году все резко изменилось. Произошло это благодаря активной работе американского детектора гравитационных волн LIGO. За несколько лет работы с перерывами он показал десятки сигналов разной статистической значимости, среди которых более десятка имеют очень высокий уровень достоверности. И почти все они гравиволны от слияния двух черных дыр или черной дыры и нейтронной звезды. Причем массы таких черных дыр от нескольких солнечных до нескольких десятков солнечных, в основном 8-80 солнечных масс. Сразу возник неудобный вопрос. Откуда столько слияний черных дыр, да еще и такой несколько нетипичной для них массы? До запуска LIGO считалось, что черные дыры в несколько десятков масс Солнца практически нет. Особую остроту ситуации придает то, что слияние обычных звезд, переток материи от одного светила к другому, заканчивающийся вспышкой последнего, астрономы наблюдать научились. И это не сверхчастое событие. Слияния черных дыр должны быть несопоставимо реже. На 1000 звезд предполагается лишь одна черная дыра, а для слияния ей нужно найти пару. Проблема поиска этой пары выглядит крайне сложной. Каждая такая черная дыра имеет диаметр в среднем около 100 километров. Как они вообще могут сблизиться друг с другом в космосе? Важно помнить, черная дыра образуется после вспышки сверхновой, то есть после колоссального по своей мощи взрыва. Она выталкивает ее из родной системы и отправляет в странствие по межзвездному пространству, где вероятность наткнуться на другую черную дыру, также выбитую из своей системы взрывом, ничтожно мала.
Как настолько трудно образующиеся пары столь редких объектов могут регулярно сливаться с такой частотой, что Лига регистрирует их по многу раз каждый год работы. Начиная с 2016 года целый ряд авторов попробовал объявить регистрируемые Лига черные дыры теми самыми мачо. Мол, что лучше, чем неожиданный новый класс предельно темных объектов может объяснить загадку темной материи. Мешали лишь описанные выше проблемы: отсутствие достаточного количества гравилинз и общая неясность того, откуда бы во Вселенной могло появиться такое огромное количество черных дыр. В 2017 году, однако, была предложена весьма необычная идея. Мачо вовсе не обязательно быть равномерно распределенными по галактическим окраинам. Обратимся к звездам, из которых в теории произошли эти черные дыры. Они на окраинах галактик часто образуют шаровые скопления. Это очень плотные образования, где может быть от десятка тысяч до миллиона звезд, находящихся в среднем не далее половины светового года друг от друга. Иными словами, светила на окраинах галактик часто образуют комки, где звезды упакованы намного плотнее, чем в окрестностях Солнца. Соответственно, и звездное небо там в 100 раз ярче нашего. Что если черные дыры ведут себя сходным образом и образуют плотные шаровые темные скопления численностью, например, в несколько тысяч черных дыр? А в этом случае число гравилинз, которые дают черные дыры в таких скоплениях, будет очень малым. Хотя каждое шаровое скопление может быть очень сильной гравилинзой, вероятность того, что оно окажется между Землей и удаленной звездой, сама по себе довольно низка. Идея с темными шаровыми скоплениями интересна еще и тем, что позволяет объяснить слияние черных дыр, наблюдаемых Лига. Действительно, случайное сближение двух черных дыр очень маловероятно. Но если они существуют в рамках шаровых скоплений, то рано или поздно их столкновение станет неизбежностью. Вдобавок к 2019 году еще одна группа исследователей выяснила: масса галактического гало галактик, она рассчитывается на основе влияния темной материи из гало на видимый звездный диск галактики, показывает тесную корреляцию с числом видимых шаровых скоплений в этой галактике. Просто умножив число шаровых скоплений звезд на 5 миллиардов солнечных масс, вполне можно получить массу, совпадающую с общей массой темной материи в гало в той или иной галактике. Казалось бы, при чем здесь описанные выше темные шаровые скопления? Все просто. Видимые шаровые скопления массу в 5 миллиардов масс Солнца иметь не могут. Их масса в норме не больше миллиона солнечных. Но вот количество видимых шаровых скоплений из ярких звезд и невидимых из черных дыр и нейтронных звезд должно серьезно коррелировать между собой. Ведь если темные скопления – основная часть темной материи, то именно они и создают то гравитационное воздействие, которое позволяет галактике удерживать шаровые скопления, не давая им ее покинуть. Гипотеза о шаровых темных скоплениях выглядит со всех сторон перспективной. Дело не только в том, что она объясняет черную материю, не вводя ни одну новую частицу. Строго говоря, физики вообще не в курсе, есть ли внутри черной дыры хоть одна частица. Важнее, что ее можно эффективно проверить астрономически. Такие скопления рано или поздно должны вызывать локальные возмущения на окраинах галактического диска, через который они проходят. Наблюдая хвост из потревоженных звезд, можно либо подтвердить, либо опровергнуть эту гипотезу уже на сегодняшнем уровне развития астрономической техники. То есть на вид мачо скопление черных дыр с некоторой примесью нейтронных звезд выглядит куда более перспективным объяснением темной материи, чем вимпы или любая другая гипотеза, требующая введения неизвестных темных частиц, которые к тому же никто не может найти. Но есть одна очень большая проблема. В работе физика-гравитациониста Горькавого, о котором мы уже рассказывали, есть примерная оценка требуемого для такого сценария числа черных дыр. Впрочем, сходные оценки можно увидеть и у других авторов. И оно очень велико. Только для Млечного Пути, галактики, в которой мы проживаем, нужно до 200 миллиардов черных дыр массой в районе 5 солнечных.
Между тем, в нашей галактике не более 400 миллиардов обычных звезд, и лишь тысячная их часть могла стать подобными черными дырами. А идея темных шаровых скоплений требует не 100 миллиардов, и дело не только в нашей галактике. Существующие модели Большого взрыва вообще не показывают, откуда могло бы взяться такое количество обычной материи, чтобы из нее возникло столько звезд, чтобы в свою очередь образовать такое огромное множество черных дыр. Откуда они взялись? Мы тоже уже постарались понять. Да, как ни странно, на сегодня все еще совершенно не ясно, живем ли мы в первой Вселенной, или же наше пространство-время регулярно проходит циклы расширения, подобно нынешнему, с последующими сжатиями и новыми расширениями. Имеющиеся наблюдения не позволяют достаточно надежно отличить один вариант от другого. Что из всего этого вытекает? Победит ли матча Вимпов и другие альтернативы, должно стать понятно уже в ближайшие десяток лет. Космический телескоп Гайя вполне позволит заметить возмущение от темных шаровых скоплений среди обычных светлых звезд. Однако уже сейчас следует понимать, что в сценарии торжества Мачо нет ничего особенного, успокаивающего. Да, он способен решить проблему темной материи, не дававшуюся ученым с 1884 года, но и цену за это придется заплатить немалую. Сегодня в рамках стандартной модели принято оценивать возраст Вселенной в 13,8 миллиардов лет. Картина ее истории представлялась простой, как стрела времени. От немыслимого сжатия в момент Большого взрыва до нынешнего сильнейшего разлета материи во все стороны, с образованием примерно сферической Вселенной общим диаметром до 100 миллиардов световых лет. Принятие чернодырного объяснения темной материи создает из простого и понятного линейного сценария нечто немного более загадочное. Получается, наше пространство-время прошло через множество очень длительных циклов расширения сжатия, и поэтому любая, на первый взгляд, непримечательная черная дыра или нейтронная звезда за пределами дисков галактик может иметь триллионы лет истории и быть унаследованной из времен, от которых за пределами этой черной дыры не сохранилось буквально ни единого атома. Сценарий Вселенной Феникса намного более сложен и масштабен, чем то, что до сих пор описывала современная космология. Отвечая на очень сложные вопросы, Мачо могут поставить физиков перед еще более сложными, и получить на них точный ответ будет предельно трудно. Наблюдая в рамках обзора Massive за соседними массивными галактиками, расположенными в радиусе 100 мегапарсеков от Земли, это 330 миллионов световых лет, астрономы Калифорнийского университета, что называется, походя, измерили скорость расширения Вселенной, так называемую постоянную Хаббла, измерили по-своему, и получили не совсем тот результат, который следовало бы ожидать. Скорость оказалась выше, чем предсказывала современная теория, и давали многочисленные прежние измерения, выше примерно на 9%. Что, однако, соответствовало той скорости, о которой 2 года назад сообщили ученые из университета Джона Хопкинса. Калифорнийские исследователи, которыми руководила профессор астрономии и физики Ма Чун Пэй, используя наземные и космические телескопы, наблюдали за изменениями яркости 63 эллиптических галактик, что позволило определить и расстояние до каждой, и скорости их разбегания. Предшественники астрономов из Беркли, ведомые Адамом Рисом, нобелевским лауреатом, который еще в 2011 году удостоился престижной премии по физике, как раз доказывая, что Вселенная расширяется ускоренно, наблюдали за звездами в соседней галактике – Большом Магеллановом облаке. И посредством орбитального телескопа Хаббл обнаружили, что она убегает от нас подозрительно быстро, на 9% быстрее, чем следовало бы из теоретических предпосылок. Сообщение об этом появилось в свое время в журнале Astrophysical Journal Letters. То, что Вселенная расширяется, конечно же, не новость. Давно известно. Неизвестно до сих пор, почему она расширяется быстрее, чем положено. То есть из расчетов получается одна скорость,
А наблюдения демонстрируют другую, увеличенную. Принято считать, что с увеличением расстояния до какой-нибудь галактики на мегапарсек скорость ее убегания возрастает на 67 км в секунду. А согласно измерениям РИСа, скорость возрастает на 73 км в секунду, что как раз соответствует 9% прибавке. Наблюдения, на основе которых были сделаны выводы об ускорении в расширении Вселенной, состоялись еще в 2016 году. В 2018 ученые их подтвердили, воспользовавшись данными, полученными с помощью Европейского космического телескопа Гайа. И вот теперь из Беркли пришло очередное подтверждение. Скорость расширения Вселенной скорее 73 км в секунду. Похоже, что так оно и есть. На самом деле, раз две независимые группы исследователей получили примерно одно и то же. О том, что и как намерили Ма Чунпэй с коллегами, описано в The Astrophysical Journal. В том, что галактики разлетаются все быстрее и быстрее, ученые винят то темную материю, то темную энергию. Толком не знают, что представляют из себя эти таинственные субстанции, но полагают, что порождаемые ими силы отталкивания значительно превышают гравитационное притяжение. Роберт Кодвелл из Дартмурского колледжа и его коллеги из Калифорнийского технологического института в свое время прикинули, чем может закончиться разлет. И пришли к выводу, что Вселенная расширяется до Большого взрыва, то есть лопнет, вместе со всей материей. Правда, не скоро, через 22 миллиарда лет. Но кто знает? Вдруг нынешнее ускорение свидетельствует о том, что развязка чуть ближе, надвигается, простите уже за каламбур, ускоренными темпами. Согласно теории Большого взрыва, выдвинутой учеными за 60 миллионов лет до этого вселенского апокалипсиса, распадется наша галактика Млечный Путь. Планеты Солнечной системы разлетятся кто куда за 3 месяца до конца всех концов. За полчаса до него превратится в пыль Земля, а в последнее мгновение распадутся атомные ядра, то есть все сущее. Что будет после Большого взрыва? Может, уже больше ничего и никогда. Но не исключено, что распавшаяся материя вдруг вновь соберется в некую невероятно плотную точку – сингулярность, и взорвется новым большим взрывом, как в прошлый раз, около 14 миллиардов лет назад, после чего образовавшаяся Вселенная, собственно, и начала расширяться. Куда больше времени отпустили нынешней Вселенной астрофизики, работающие по проекту «Гамма», в рамках которого они анализируют излучение звезд и звездных скоплений в разных частотных диапазонах, от ультрафиолетового до инфракрасного. Ученые обследовали 220 тысяч галактик и обнаружили, что их излучение затухает. О чем доложил руководитель исследования профессор Симон Драйвер из Международного центра радиоастрономии в 2015 году. Вывод. Наша Вселенная меркнет. Затухание не может длиться бесконечно долго. Когда-нибудь энергия Вселенной иссякнет вовсе, и она потухнет, как керосиновая лампа, оставшаяся без керосина. То есть Вселенная не вечная, если, конечно, верить профессору и его коллегам, работающим по проекту «Гамма». До полного конца, до кромешной тьмы, правда, еще очень далеко. Расчеты ученых показывают, все звезды погаснут через 100 триллионов лет. Пройдут еще 10 в 16 степени лет, и все вещество, оставшееся от звезд, поглотят черные дыры. И сами исчезнут через 10 в 99 степени лет. А это почти вечность.